Мужчина же может немножко переформатироваться. То есть, если у них все, в принципе, нормально, но так сделать, чтобы она больше обращала внимание на семью. Вот в этом-то и дилемма. Мы все заходим в отношения потом, пытаясь кого-то исправить. Я ее направлю немножечко больше на семью, или наоборот на ее на карьеру, или женщина. Я направлю его, чтобы он больше зарабатывал. И вот у меня была одна клиентка, она пришла и говорит: ну слушай, у меня муж, мало того, что он на диване целый день лежит, он стал готовить супы и даже яблочный пирог готовит. А почему? А у нее 3 работы. Она работает бартендером, на такси ездит. И еще сейчас хочет еще один ресторан, где она банкетом будет заниматься. И вот она за все платит. Она говорит: ну у нас же крыша льет, а он даже мне не помогает. Так он и не будет помогать. Зачем ему помогать? В какой момент он перестал понять? А? Почему она пошла делать это? И в какой момент он перестал это делать? Вот. Женщина принимать умеет от мужчин. Как только один раз она не приняла или не оценила, а это равно, не оценила, то мужчина автоматически не оценили. Раз не оценили, нет. Все. Вот, это хороший вопрос, и вот мы вернемся к этому. Что нужно мужчине, чтобы быть мужественным и продолжать обеспечивать, защищать, потому что у нас мужчины это защитник, добытчик, лидер. да, защитник, добытчик и лидер, да. И чтобы мужчине быть лидером, добытчиком и защитником, нужно, вот на что ты и сказал, это ценить, благодарить, гордиться, мало того еще, принимать. Причем гордиться получается больше, зачастую сталкивались люди, это дома она гордится, а на обществе она его, да он такой, он сякой. Так это вообще. И как видит Она женщина мужчину, да. так мужчину видит общество. И как он будет добытчиком в таком случае? Конечно. И вот если женщина не ценит, не благодарит, не гордится им, и причем гордится вот именно в обществе, ему показывает, что она им гордится, и показывает это обществу. Это очень важный момент. Да. Он не чувствует тогда Это стимул уважения. для мужчины. Да. А когда она все время говорит на его недостатки, например, Она убивает его. все, Она убивает. Собственно, смотрит на этого мужчину и такой. Принимать его, но в то же самое время мужчине надо давать также чувство свободы. Даже если вы замужем, чтобы он не чувствовал себя как в клетке, мужчине тоже нужно пойти с ребятами погулять, там в теннис или бильярд, или еще что-то, потому что если мужчина чувствует, вот она жена и все на всю жизнь, он чувствует себя как в клетке. И вот это очень важно мужчине. И если мы не даем ему эту благодарность, не ценим, он завидает тоже. Ценить, Благодарить, гордиться, принимать то, что он дает. Принимать. Если ты не приняла то, что он тебе дал, он я автоматически у меня это не приняли. Зачем я буду тратить силы еще что-то давать? Ты несчастлива вот в этом, то, что я тебе дал. И последнее, мужчина должен чувствовать, что он нужен. И вот это, если женщина в мужской энергии, я сама. Я могу лампочку сама, кондиционер я починю сама, телевизор я куплю сама. И он не чувствует, что он нужен. Ну зачем? Зачем тогда ему это же? А где эта золотая середина? Не пилить его, Да. Вот. Смотри, и вот найти здесь, такой подход. ребята, вот если мы думаем головой Это уже как, глубоко пошло. оно не получится. Потому что я вот просто хочу привести свой пример. Я была этой карьеристкой. И да, у меня были деньги, была карьера, была независимость. И я была очень одинокой. Очень одинокой и очень несчастной. И чем больше я стала развиваться, идти в духовное, я вот стала просто чувствовать, что я как будто луковка, и вот эти вот самые твердые, вот эти вот лепесточки лука стали раскрываться. И когда они стали раскрываться, я вдруг, а я не хочу брюки носить, я хочу платьишко одеть.
А я не умела готовить, я стала учиться готовить. Я только 2 блюда знала, как готовить: долму и оливье. Я готовила только долму и оливье там на Новый год и на день рождения. Вдруг мне стало интересно научиться, а как готовить вот такой салатик, а как вот такой вот тако завернутый, а как эгрол научиться. И вот эта вот женщина начинает идти в женское. И тогда она хочет приготовить, она хочет убраться. И это получается натурально, естественно. Не как обязанность. И никакой коуч не сможет вас сделать женственными, никакой коуч не сможет вас сделать мужественным, если вы сами не тянетесь опять-таки к Творцу, потому что чем больше мы тянемся туда, это получается естественно, натурально. Просто тоже нужно знать вот эти азы. Да-да-да. Угу. Говори. Мне просто хочется понять, как решиться на то, чтобы пойти вот так вот в женский, потому что мужчина, он сегодня есть, завтра его может быть. А вот это вот, Мне нужен вот, а вот это он есть, а его нету, это что? недоверие. Это недоверие и это страх. Ты говоришь Творцу, ну ты его приведешь и ты его заберешь, но может быть он не твой, он отвалится. И вот поэтому, чем больше ты идешь в женственность, тем больше у тебя будет партнер мужественный. А мужественный партнер, он хочет заботиться, он хочет защищать, он хочет, он добытчик и лидер, заботиться о тебе и вот оберегать себя, понимаешь? Потому что мы женственные женщины, мы как цветочки, нас надо поливать и нежно обращаться. И это будет натурально у него получаться, потому что ты приносишь вот эту женственность и нежность. Он не сможет на тебя ни руку поднять, если у тебя есть самооценка и любовь к себе. И он захочет тебя с пылинки сдувать. Понимаешь? А если ты думаешь, ну, он уйдет, ну тогда мне нужна карьера, мне нужна работа, чтобы позаботиться о себе, потому что я не верю тебе. Ты мне не пошлешь такого мужчину. А он и не пошлет. Это прям уже как просьба Творцу. Да. Пусть он уйдет. Пусть он уйдет. Я помню, у меня была клиентка, она встречалась с олигархом, и модель красивая, ей 18, ему 58 было. Она говорит, он мне каждый месяц дает 200 тысяч долларов. Что мне делать, тратить все или все-таки сохранять 50 или 100 тысяч? Я говорю, а если ты сохраняешь 50 или 100 тысяч долларов, что ты говоришь Творцу и своему подсознанию? А если я сама? На тот случай, когда оставит. Да! Но я же не буду всю жизнь молодая, красивая. Я говорю, ну ты взрослеешь, он тоже взрослеет. А вдруг он все-таки бросит? Умрет. Умрет. А он 15 лет прожил и не умер. Да. Вот зря потратил. И она уже заранее готовится, 50-100 тысяч я буду себе откладывать на тот случай, если он уйдет или умрет. Ну как это мыслить так, что человек умрет или уйдет? Ну тогда И он ждет, и ждет, и ждет. Он проявляет женственность. Медитирует, да, Ждет, реально. реально. Да. Я хочу задать вопрос. Ты написала вот эти вот качества, которые женщина должна сказать, и гордиться, и хвалить мир. Дело все в том, что тут со мной тоже было такой случай. А что если ты... То есть это же нужно делать искренне, потому что мужчина считывает Конечно. вот так. Конечно. Ты не веришь, если Конечно. ты не искренне. А вот как, если ты потерял вот эту вот... Ну не уважаешь ты его больше, ну любишь. Такое тоже бывает. Что тогда делать? Как же ему это передать? Видишь, ну, Так такого это очень написать? Послушай, ты не уважаешь мужчину, когда ты не уважаешь кого? Себя. Творца. Ну, это ты немножко неправда, просто мы все равно должны. Нет, Понимаешь? дело не в этом. Мы не уважаем себя, и тогда мы позволяем нашему партнеру спуститься так, что он делает такие вещи, за что мы его не уважаем. И вот это вот очень тяжело принять, потому что женственная женщина, она еще и мудрая женщина. Например, у меня был период, когда у моего мужа был очень тяжелый кризисный финансовый период. И он стал, у нас 2 этих периода было, но первый период я чувствовала, ему так тяжело было, что я просто пришла, налила ему виски, я говорю, пей, пей. И он в шоке вначале был, а на 3-й день, зная, как я не люблю алкоголь, он говорит, я знаю, как ты не любишь виски, что ты мне его даешь? Я говорю, я просто чувствую, как тебе плохо. На 4-й день он перестал пить. Он вернулся к вину, но виски ушло. И поэтому вот мудрая женщина, женственная, она знает, где вот эта вот грань, тонкости. Не надо пилить за недостатки. Чем больше она работает над собой, тем больше она может принять его. А когда она принимает его,
Она его вдохновляет. Это чувствуется. А он это чувствует, потому что вот Мужчина тоже любит ушами. ушами, конечно, и вот за каждым мужчиной и в самом деле вот эта женщина, которая его шея. Если женщина, вот знаете, Гарвард сделал такой эксперимент. Они прошли к 5 CEO и спросили, что вы думаете об этом вначале женщину, свою жену, что расскажите, как вы своего мужа видите. Она говорит, он лузер, он жадный, он вредный, он капризный, он крыхтун. Вот все наговорила. Пошли ко второму, то же самое. К третьему, четвертому, пятому жены говорят, у меня самый добрый, он защитник, он лидер, он любит меня, детей, заботится. Самое интересное, что потом пошли к работникам, и как вы думаете, что сказали работники про этих боссов? То же самое. Как видит жена мужа, так и все видят. И поэтому наша сила, если женщина любит, ценит, уважает, его все любят, ценят и уважают. Если она считает, он лузер, он жадный, он вредный, все так же про него думают. И поэтому женщина или благословляет, или проклинает и разрушает мужчину. Поэтому если вы видите несчастного мужчину, за этим тоже стоит женщина. И вот это вот тяжело принять, потому что мужчина, по идее, ответственен за защиту. Он защитник, добытчик и лидер. А мы ответственны за то, что происходит, за ауру в доме. Как дети себя чувствуют. Мы, наш мужчина. И поэтому, если что-то творится не то, вот за этим нужно посмотреть. Ну, значит, что-то у меня не то. Поэтому здесь все вот так вот, вот так вот. И вот это тяжело принять. А от чего мужчина защищает женщину? Подожди, у Жени был вопрос. Ага. Я вот сейчас понял. Наташа еще. Да, У меня всегда было, вот, ну, я там не это, но все равно есть такое. И Творец создал по подобию своему. Да. У меня было четко. Творец меня создал, но я сейчас понял, а никто не сказал, какого пола Творец. да. И если Творец меня создал по подобию своему, я беру свое, женское, потому что я мужчина, я его представляю как женщина. Но женщине, мне кажется, тоже не надо путать, что если он мужского пола, а Творец создал, и она берет мужское, а Творец он для нее женского пола, Да. и она берет женское. И еще, вот такой вопрос, вот да, я воин, я добытчик, да, я лидер, Да. я в доспехах, Да, вот как Паша, я в доспехах. да. Но тоже ж такое вероятное, у меня есть женские черты. Есть, конечно. Не может быть. Как я еще почувствую? Послушай. Мужчине, когда он с женственной женщиной, он снимает доспехи, чтобы быть Не то, что женщиной. снимает, а я хочу выразить не Да. то, что снимает, Да. слабость, Да. какие-то недоработки. И вот это доверие, что у меня в голове не будет укладываться того, что она увидит меня слабака, Да. что я Так это и свинья. есть сила. Сила, Так это и доверие, есть сила. принятие. А если ты как бы, ну, показался какой-то вот эмоциональный свой, там, расплакался, там, что-то. Да. И женщина ему потом, допустим, через какое-то время говорит, что, да, пример, да, вот, Да. что-то сейчас мне пришло в голову, что, а вот ты нюни распускал туда-сюда. Это не принять. Ну, секундочку. Если женщина когда-то так сказала, то у мужчины уже никогда не будет вот этого доверия ей вот так вот открыться. Это не женственная женщина, которая приняла себя. Женщина, которая приняла свое женское, она дает вот это вот пространство, чтобы мужчина пришел, отдохнул и раскрыл свою женское тоже. А когда он раскрывает, он может быть и слабый, и ленивый иногда, и грустный, и в печали. И она его принимает, потому что она приняла свою женскую часть. Да, все правильно. Да.